Привет, меня зовут Катерина Косихина, я художник из Санкт-Петербурга, и вы на моем канале, где я рассказываю про творческую жизнь художника. Сегодня у нас видео, как прошла третья неделя подготовки к моей персональной выставке, которая начнется 8 мая в городе Ижевске. Первая и вторая неделя подготовки прошли очень продуктивно. Если вы не смотрели это видео, вы можете посмотреть его вот здесь по подсказке. Но они совсем не сравнятся по продуктивности с этой неделей. Я написала 3 большие картины. Сейчас все по порядку расскажу, но вы пока можете поставить палец вверх под этим видео и подписаться на канал, потому что мы с вами идем к 2000, и для меня это невероятно важно. Итак, неделя началась с покупки материалов художественных. Я купила немножко декора в мастерскую, купила новую палитру и 2 потрясных цвета масла от иностранного бренда. И знаете, все ничего, но краски стоят, конечно, просто очень много. Но на что не пойдешь и какие краски ты только не купишь, если ищешь идеальный цвет воды. Эти 2 новых цвета натолкнули меня на новую картину. Мне уж больно хотелось их попробовать в работе. Также в начале недели ко мне пришли 8 новых холстов для новой экспозиции. Это очень хорошая новость, потому что наличие свободных материалов дает мне свободу в творчестве. Так как сейчас я пишу собственную серию картин, я позволила себе наконец-то писать то, что откладывала очень давно. Сюжеты, которые я когда-либо встречала, сюжеты, которые меня цепляют, возможно, некоторые экспериментальные работы. Потому что раньше ты сидишь и думаешь, а продастся ли это, будет ли это кому-то актуально, может быть, кто-то не поймет твою задумку. А когда ты готовишься к выставке, ты можешь создать что-то свое и уникальное, и это огромный плюс. На этой неделе я дала себе абсолютную свободу в творчестве, свободу в сюжетах, свободу в задумках, и из этого много чего вышло. Хочу поблагодарить всех, кто оставляет донаты и поддерживает мой канал. Это невероятно приятно. Отправить донат и поддержать мою подготовку к выставке можно по первой ссылке в описании. Всем благодарна. Так как дома много пустых холстов, я решила начать неделю с эскизов. Накидаю своих идей для будущих картин. Хочу попробовать в работе новые цвета и написать огромные волны. Волна для меня — это всегда энергия, сила и эмоция. Композиция волн, их цвет и даже наличие пены добавит динамику и эмоцию в картину. Прежде чем писать большое полотно, на эскизах я продумываю, как будет структурно складываться картина, какая будет основная гамма, буду ли я включать в композицию небо как усиление эмоций. В этой работе мне захотелось сделать нейтральное, чисто бело-серое небо, как образ спокойствия и стабильности. Я не стала окрашивать его в какой-либо цвет, а захотела дать зрителю самому почувствовать, какая гамма и эмоция у этой картины. Бирюза и турецкая голубая — это про что? Это про счастье? А темный цвет индиго и высокие волны — это что? Настороженность или опасность? Или все же сила и вдохновение? Мне очень хотелось создать диалог со зрителем в таком типично красивом сюжете. Ведь большие эффектные волны не могут быть не впечатляющими, но вот какую эмоцию она вызывает у вас? Пишите в комментариях, как вам этот сюжет, какие эмоции у вас вызывает эта картина, мне интересно будет почитать. Для второй картины я решила взять один из больших метровых холстов и написать сюжет, который я встретила, гуляя прошлым летом с Коржиком по центру Питера. Это был теплый летний день, время близилось к закату, и вся набережная покрылась слепящими бликами от солнца. Я испытывала абсолютное счастье в тот момент. Вода разбивалась о гранит набережной и заливала ступени. Я могла бы, наверное, часами сидеть и слушать эти всплески воды о набережную, если бы не мой трусливый песик. У меня такая собака, она боится абсолютно всего. И тогда это была наша первая и единственная поездка в центр, потому что он очень всего боится, тянет, и это вызывает некий стресс. Но вот то ощущение счастья в моменте я очень хотела передать. Воспоминание с той прогулки было достаточно ярким и давно сидело в моей душе, но я все никак не решалась написать этот сюжет. Останавливало меня то, что это сюжет не такой типичный для меня, и я никогда до этого не писала такие близкие, яркие всплески воды. Я написала эту картину за 3 сеанса, ушло в целом где-то 18 часов, но получилось прямо даже лучше, чем я рассчитывала. Ощущение жаркого летнего дня и такая вот важность момента мне, по крайней мере, ощущается. А вам? Пишите в комментариях, что чувствуете вы, глядя на этот сюжет. Мне очень интересно почитать. 3 картины на данный момент до сих пор в процессе, мне осталось совсем немного. Это сюжет с камнями и прозрачной водой,
который я встретила на Финском заливе. Эта картина оказалась достаточно трудной, и я работаю над ней такими небольшими сеансами, небольшими подходами. Так как если я сижу над ней долго, я начинаю почему-то нервничать. Возможно, она технически трудная очень, и мне хочется все бросить. Но вот в последний раз, когда я садилась, я наконец-то уловила и прочувствовала цвет воды, прозрачность, яркость. И думаю, это был переломный момент, и сейчас картина пойдет намного быстрее, и я ее точно завершу. Мне очень нравится, как получается дальний план и эти небольшие умиротворяющие волны. Мне кажется, это сюжет о вечном, о сильном и, наверное, о чем-то таком спокойном. Ну, конечно, что-то вечное не может создаваться легко технически, поэтому, наверное, она идет трудно, чтобы стать заслуженно таким сильным, вечным. Я хочу так думать. По-моему, это красиво. Надеюсь, уже через неделю я вам покажу финальный результат, и все получится отлично. В конце недели мы успели отснять новые картины, чтобы разместить их на сайте. Все мои картины вы можете купить на моем сайте katyboart.com. Даже те, которые отправятся на выставку, вы можете забронировать, приобрести сейчас, а мы отправим их вам после завершения выставки 8 июня. Ссылка на мой сайт будет в описании под видео. Вот такая плодотворная неделя случилась. Сейчас 9 апреля, это значит до выставки. У меня уже меньше месяца. Для написания картины и оставшихся сюжетов у меня примерно 3 недели, потому что 30 числа я уже должна быть в Ижевске. На следующей неделе я планирую писать свои штормовые сюжеты и сюжеты с маяком. Надеюсь, у меня все получится, и на следующей неделе вы увидите новые картины. Также сейчас своего часа ждет большое полотно. Это подарок моему отцу. Я надеюсь, у меня все получится, и на следующей неделе я вам расскажу про него. Не забываем палец вверх под это видео, потому что помощь в продвижении художника добавляет плюс 1000 к карме. Буду вам благодарна. Всех обнимаю. До встречи через неделю. Ушла творить. Ваша Кэти Бо. Пока-пока.